Опа. Все очень просто. Меня зовут Александр Бочков. И когда-то лет, наверное, 10 назад, когда я только начинал кататься, или, наверное, 11, мы с родителями поехали на Байкал в путешествие такое длинное на машине и встретили одного туриста, который там из Севастополя, что ли, ехал до Монголии. И я увидел просто мужика на велике. Я с детства был панком, и в какой-то момент я чуть-чуть повзрослел и от этого отошел. И тут я осознал, что велосипед, по сути, это неопанк, потому что как бы панк — это есть противопоставление тебя обществу. А здесь получается, что это, по сути, базовая идея панка — это быть отвратительным для общества, поэтому они всегда были такими отталкивающими, вызывающими. А здесь же можно делать то же самое, но при этом ты будешь положительный. Фурфур, кажется, было такое издание, и там был парень, который проехал сквозь Америку по 69, я уже не помню, какая там, 68-я дорога, по-моему, 69-я. Через всю, Америку, которая идет. И он проехал через нее, и у него такой еще фоторепортаж был классный, он сам себя фотографировал, что-то сам все делал. И я просто читал, думал, охренеть, чувак, ты это все один, с такими фотками, там, с таким, знаешь, ну, ты так сладко все описывал, все свои приключения. И я подумал, вау, я тоже хочу. Чем меня зацепил велосипед? Я пробовала много видов спорта, и, в принципе, для меня физическая активность — это всегда очень здорово, я люблю это. Пробовала большой теннис, волейбол, сноуборд, да все что угодно, на самом деле, пробовала. Но с велосипедом случился какой-то невероятный матч, потому что мне дали классный велик в невероятно красивом месте, который едет очень быстро, и ты просто изнутри чувствуешь, что в этот момент ты живешь, ты просто переживаешь что-то большее, чем обычную жизнь. Ты прям летишь. Очень крутое чувство. Я пошел, помню, в магазин какой-то на Ладожской, Триал Спорт, Экстрим Спорт. Я себе купил какой-то автор, самый базовый, тогда еще это называлось, сорт велосипедов был... что-то такое смежное между МТБ и шоссе, циклокроссом, какая-то херня, честно. И я купил его себе, купил себе сумки Пик 99, не дай бог. И повесил все это на велосипед, и тогда мне позвонил еще, помню, отец и сказал, слушай, тут Крузенштерн приходит в Петербург, хочешь, с ними отправиться в путешествие? Я говорю, пап, да, конечно. И я там, и моя бывшая жена, мы, взяли свои велосипеды, загрузили все это на корабль. И я с кораблем отправился в путешествие недельное, там ставил паруса, там что-то еще, участвовал в парусных авралах, какие-то штуки делал. И мы пришли в Германию, я выгрузил свои велосипеды, вышел в Германию, и мы поехали в Копенгаген. Там мы с ребятами как раз с 35 км Team стали выезжать за город, проезжать там энные километры, 150, 80, в общем, какой-то красивый маршрут. Прежде всего было именно важно не средняя скорость или километраж, что за день мы проехали 300 километров или 50 километров или 100.
а именно, чтобы было там красиво, интересно, классный асфальт, минимальный трафик, там какие-нибудь локальные заведения по пути, в которых ты можешь там заехать, поесть. И со временем как раз с вот этих всех выездов приходило понимание того, что шоссейник это круто, но там подмосковные дороги для шоссейника, ну реально не подходят. Там часто бывает раздолбанный асфальт, и ты едешь там 50 километров, просто мучаешься от этих трещин, выбоин, всего такого. Или то, что ты себя ограничиваешь только асфальтом, да, вот ты там, не знаю, едешь по шоссе и видишь классную там песчаную дорожку вдоль леса, такую абсолютно там шишкинский пейзаж, да, но у тебя шоссейный велик, ты туда не можешь поехать. Познакомившись с Севой и Максом Кравцовым, мы так как-то тепло пообщались, вот, и по возвращению в Питер он мне, по-моему, на следующий же день предложил поехать в туринг. Я до этого никогда не ездил, кроме асфальта, нигде. И это была небольшая авантюра для меня. У меня был шоссейный велосипед на обычных покрышках. Ну и как бы, чё стесняться, я решил согласиться и поехал. Для меня была такая авантюра. Мы поехали в Осло, и из Осло вернулись в Санкт-Петербург на велик. Вот, ехали мы по пересеченке, по гравию. То есть тогда я первый раз узнал, что всю прелесть гравийных дорог, когда ты едешь, когда нет транспорта, когда вокруг только природа, поля, озера, очень красиво все, и, единение, что ли, с природой совсем. Я вернулся, переделал этот велосипед и потом отправился в Норвегию на нем. У меня что-то 21 день ушел на то, чтобы доехать из Питера до Нордкапа, и потом еще и в Мурманск. И у меня было в кармане что-то 1010 рублей. Вместе со всеми билетами я ел какие-то сосиски, естественно, на заднем дворе магазина собирал какую-то еду там, и в общем, все в таком ключе. Очень классное путешествие было, я там познакомился с кучей ребят. И они все, вот, знаешь, ты вот встречаешь одинокого парня на велосипеде, который уже проехал 2500-3 тысячи километров, и они выглядят, такие, знаешь, заросшие, грязные, вонючие, но они мне так нравились, я просто каждого хотел целовать, обнимать, Они всем своим видом говорили, типа, я на этом велике уже жизнь прожил, хотя у них там всего лишь там месячное или двухмесячное путешествие. Меня это настолько вот, просто вот внутри какая-то энергия появилась, я понял, что я хочу в этом развиваться. А где будет, что будет? Там? На поляне, да. Через 20 минут будет брифинг на главной поляне, подходите. Так вот. Все слышали? Это правильно. Через такую штуку сложно не услышать. Это небольшой подарок. А это Алена, она не подарок. Это небольшой подарок от моего замечательного друга, любимого человека Дани. Блин, мне кажется, ни хера не будет слышно, но ладно. Он восхитился моей отвагой и дал мне чудесный раритетный вел, который был у него на руках. Даня собирает мой обычный вел и очень ценит его. И вместо него дал мне на гонку чудесный трек с амортизационной вилкой прошлого века. Давай, хотим я. Here we go, here we go, here we go again! Мы открываем реверс 2021. Спасибо всем вам, что вы приехали в этот раз, что вас стало еще больше. Спасибо вам за ваши горящие глаза, за вашу энергетику, которую вы с нами делитесь. Спасибо за то, что вы делаете этот ивент. Не мы его делаем на самом деле, делаете его абсолютно вы. Вы сюда приезжаете, вы ставите вокруг себя лагеря, вы делаете их красивыми, вы делаете все эти шутки, все эти классные истории, и вы рассказываете их другим людям, которые рассказывают это другим людям. И получается так, что нас сегодня собралось почти 1000 человек, я уверен в этом. Или даже к ночи будет 1000, потому что зарегистрировано
Планировалось 500 участников. Я думаю, что это X2 или X3 смело можно делать. И, как ребята шутили, где-то там уже начинается Мурина. Ну, мне тяжело об этом говорить. Но, ребята, это последний год, когда мы собираемся. 5-й последний ивент. Я не хочу видеть на ваших глазах таких грустных лиц. Давайте улыбаться, потому что мы сейчас здесь находимся. И мы можем классно отдохнуть. Мы можем классно покататься и провести очень хорошо время. Но извините, ребят, я хочу обдумать все то, что мы делали 5 лет. Я хочу взять небольшую паузу в 1 год. Может быть. Ну и, пожалуйста, берегите себя на трассе. Берегите себя в воде, следите за теми, с кем вы купаетесь, потому что сейчас жарко, можно получить тепловой удар. Присматривайте друг за другом. Я вас люблю. Давайте, до завтра! Мы приехали посмотреть, попробовать. Там с краешку встали. Да, 800 километров мы проехали сюда. Здесь нам нравится. Клево, круто, лес, народ, музон. Сейчас пойдем ноги мыть и спать. В общем, вот так. А завтра будем болеть за папку. Вот. Ну и за всех остальных, конечно, тоже. Главное, чтобы без травм. Как он туда хотел, как он туда хотел. Но не попал. Блин, вот это сейчас будет интересность. Ребят, ну... Вау! Я потом вернулся и начал выкладывать свое приключение в интернет, и тогда я познакомился с Андреем Сердюком. И он начал делать проект «Цуклинг», и в какой-то момент я к нему подключился. И вот мы съездили в наши путешествия совместные, самые теплые, самые крутые путешествия, наверное, в моей жизни, которые я до сих пор не могу забыть. Ну, точнее, их просто невозможно забыть, потому что это самые яркие моменты. Это как мы ездили с ним в Зимнюю Карелию, как мы ездили с ним на полуостров Рыбачий и во все другие путешествия. Ну и вот постепенно я начал менять велосипеды один за другим. У меня появлялись шоссеры, циклокроссы, еще что-то там стальное, алюминиевое и все такое прочее. Потом я еще рамы начал делать в какой-то момент с Сашей Ильенко. Точнее, я начал сначала делать багажники для велосипедов. Как раз таки мы когда поехали на полуостров Рыбачий, мне нужен был багажник на переднее колесо, и я подумал, а что я не могу его сам сделать? Ну там делов, там трубочку взял, 3 раза согнул, и я пошел к знакомому ювелиру, чтобы все это спаять, понял, что это ни хера не работает, надо в этом всем разбираться. Я начал в этом всем разбираться, арендовал мастерскую, начал всю свою зарплату вкладывать в оборудование, начал тратить вообще все свои деньги. Мне уже там дома говорили: Саня, ты что, поесть-то можно? Я говорю, блин, сорян, я в станок купил. И я начал вкладывать все, что у меня есть, именно в то, чтобы что-то делать. С Сашей я познакомился на заезде псевдотуринге Цуклинг Сект, когда мы ехали в Новгород, это было лет 6-7 назад. Собственно, потом мы после него где-то на следующую зиму сгоняли в Иран вместе. И как-то потом в один момент мне сказали, мы делаем грэвел-гонку, и я ее почему-то делаю вместе с ним. Для меня люди, которые приехали туда, это люди, которые осознали велосипед, это люди, которые понимают, что есть длительные велосипедные поездки, что есть приключенческие поездки на велосипедах. То есть это именно люди, которые объединились этой культурой велосипеда. А культура велосипеда, когда ты к ней пришел и не воспринимаешь ее с точки зрения некого дауншифтинга или не воспринимаешь себя как человек, который: «О, у меня есть велосипед, но это лишь стадия перед тем, как я накоплю себе на машину». Это люди, которые либо лишены этого понимания, либо они уже это пережили, у них есть и машины, и все остальное на свете. И, собственно, они по-любому, они будут на одной волне, потому что, собственно, они понимают, какое удовольствие тебе может дать велосипед. И, собственно, когда ты находишься в этой среде, ты можешь найти огромное количество прекрасных людей. Знаешь, я бы
эстрагон тоже назвала полезным, потому что вкусно. В какой-то момент мне позвонил Саша Ильенко и сказал, типа, не хочешь делать велосипедные рамы? У меня есть проект. И я такой, да. И все, я уволился с работы, где я был начальником лаборатории. И у меня была хорошая зарплата. Я просто все бросил, вот так все прикопал, как туалеты на последнем реверсе. И поехал вообще в другую степь, где у меня раньше не было, ну, я ничего не зарабатывал с багажников, а тут я вообще я забыл, как шуршат монетки. Это было очень классно, ну, типа очень крутое время. Я столько опыта там поднял, я научился варить, паять, и все это, знаешь, типа это не какие-то знания, которые, ну, тебе кажется, что они абсолютно далеко находятся, где-то вообще там в тридевятом царстве, то есть сварка, а ты просто, ну, типа открываешь YouTube, смотришь, как это делают чувак, и тебе больше ничего не нужно. Я раньше не приезжала из-за учебы в медицинском, потому что я была задротом. И у меня был только шоссейник. Но в какой-то момент этой весной я, в принципе, решила взять gap year после обучения. И я просто поняла, что я стою на каком-то этапе новой охеренной жизни. И мы сидели в Хачапури вино с девочками, и они такие, поехали на реверс. И я купила билеты, и каким-то таким образом вышло, что я и велосипед нашла, циклокросс с жирными покрыхами. И, собственно, и теперь я гоняю по бездорожью. И вот так жизнь меняется, это круто. И я очень рада здесь быть. Но мне кажется, все раньше это были отмазки. И мне кажется, это лучшее, что случалось со мной за последние несколько лет. Вот, наверное. Ну вот. Все шикарно. Мы там, где должны быть. Спасибо, Саше, за то, что мы все здесь благодаря ему. Огромное спасибо. Я чувствую, как с каждым годом приезжает все больше и больше людей, и это очень разные люди, прям из разных социальных слоев. Это и панки, которые в болоте сидят утром в воскресенье, кидаются мхом, и ребята там с академическими степенями, которые разговаривают про философию и обсуждают какие-то очень высокие вещи. Это здорово, потому что со всеми можно пообщаться. И вот к 3-му году я понимаю, что я уже охватила все эти группы, я везде могу потусоваться, там, уйти от драм-н-бейса в тусовку музыки 90-х, и это очень здорово. Здорово, что можно общаться с таким большим количеством людей, разных людей, и все очень интересные. Гравийный велосипед и вся эта грэвел-история, она во главу угла ставит прежде всего некую созерцательную часть. То есть не то, что ты проехал там 200 километров со средней 35, да, а то, что ты там, не знаю, провел с друзьями выходные, там, найдя какое-нибудь абсолютно невероятно красивое озеро, в каком-нибудь там сосновом лесу, да, и вот вы классно потусовались, вы покатались, ты приехал отдохнувший, да, а не такой вот выжатый, как тряпка. Ну, собственно, я помогаю в организации гонки последние 2 года, то есть это реверс 2020 и реверс 2021 года. И, честно говоря, я вижу большую разницу изнутри. Там, понятное дело, что все люди, которые приезжают на это мероприятие, на эту гонку, кэмп, фестиваль, как его уже только не называют, видят его как бы снаружи, видят результат нашей деятельности, но изнутри все сильно поменялось. То есть я могу сказать, что сейчас это действительно крупное мероприятие, и не просто крупное мероприятие, а крупное мероприятие с душой, куда люди приезжают не просто что-то получить, как на многие мероприятия, да, заюзать, просто вот получить какое-то ощущение, впечатление, а на реверс люди приезжают что-то отдать. Свободная касса. Пожалуйста. Ну просто я уже, как это, решительно хотела
хотела высохнуть. Интересное украшение девушка, конечно. В принципе, мы можем, Настя, далеко не уходить, тут еще костер горит. Что, тебе налить еще? Конечно, налить. А Что, наборчик уже не то. Ну, все, прощайте. Я пошла в душ. Реверс появился вообще, ты знаешь, это как мое первое путешествие. Я увидел какой-то контент и подумал, почему я так не могу. И то же самое с гонкой. Я увидел какую-то историю в каком-то паблике в Инстаграме или что-то еще, и подумал, и у меня просто идея, почему у нас этого нет. И я такой... И меня, знаешь, и от идеи до того, как я ее рассказал, прошло, наверное, минут 12 или 20, я доехал до мастерской, всю дорогу меня трясло, я хотел уже сделать его завтра. Я его придумал только что, я хотел, чтобы завтра это уже случилось. И буквально за 2 недели я созвонился со всеми, кто мог, там, чтобы это все организовать. Ребята сделали афиши, напечатали номера, там что-то еще. Дима подготовил трассу, там, и все вот так вот собрались, там буквально. Первый, он очень теплый был, это было человек 70, наверное, участников. Не, может 50 участников, но человек 70-100 было в общем. И это был мощный заряд, это было такое сильное ощущение вот этого лагеря, и столько всяких историй теплых, которые до сих пор помню. Вот если вспомнить первый реверс, тогда Gravel King 5 лет назад, тогда гравийный велик был, мне кажется, только у Саши Бочкова. Вот. И я вообще не понимал даже, что это. То есть он меня позвал как раз тогда, мы с ним примерно в те годы познакомились, он говорит, слушай, я тут гонку делаю в Ленобласти, там типа палатки, там у костра посидеть, и там вот такая небольшая гонка на 60 километров, там приезжай, будет классно. Я говорю, ну супер, приеду, говорю, а на шоссере там на 23-й резине окей? Он говорит, да, вообще ништяк. Вот. Нет, было не окей, конечно, совершенно. Первый реверс, Gravel King первый еще был, трасса вообще, наверное, искалась последний месяц. Точнее, она искалась немного раньше, но намеков особо не было, где ее находить, и нашлась на последний месяц, и там было она не похожа на гревел вообще, там просто набор всего. Так же, как и велосипеды участников тоже не были похожи на гревел совершенно. Это была, на самом деле, мне кажется, самая сложная трасса среди всех. Я волонтерю уже 3-й год, получается, и я вижу, как растет организация гонки в целом, потому что я помню, что в первом году Саша был мега усталый, мега злой к концу гонки. Но в этом году, судя по его рассказам, он даже смог получить удовольствие в конце, пообщаться с людьми, тоже потусоваться, а не только участвовать в организации и постоянно там решать какие-то проблемы и вопросы возникающие. Переходя с 4-го на 5-й ивент, у меня было очень много вопросов к себе именно в манифесте. Для чего я собираю столько людей, для чего, почему они все приезжают. Потому что я смотрю на этот ивент с одной точки зрения, с точки зрения организации, я вижу в нем очень много работы. С точки зрения человека, который приезжает, он выглядит совсем иначе. Ну, типа, человек видит то, что мы сделали. Во мне было огромный, просто целый котел вопросов, зачем. И знаешь, я их постоянно разгребал, и там вместе с Галей тоже мы это все обсуждали. Почему, зачем? Я на самом деле для себя так и не решил, зачем я его делал. Вот сейчас я могу точно сказать, ради того, чтобы дать какое-то ощущение счастья и памяти людям, воспоминаний. Это касается только последнего. Все остальные я не знаю, зачем я делал. Серьезно, это просто какая-то накатанная дорожка. Ты один сделал, второй, третий, такой, ну блин, классно. Вроде неплохо так получается. Потом оп, еще один, 4-й был самый сложный. После него реально хотелось даже и 5-й не делать. Но, слава богу, силы нашлись. Это реально надо было над собой только поработать. И, собственно, на прошлом реверсе, когда я приехал туда и попал на него, я понял, что это абсолютно идеальное, уникальное место. Так же, как Галя говорила по поводу энергии, которая ей нравится на этом фестивале.
и этим людям, и что это абсолютный кайф заниматься таким проектом и себя в него вкладывать абсолютно безвозмездно, полностью погруженно и вдохновенно, потому что ты видишь невероятно классный фидбэк от людей, и ты видишь, как это влияет на среду, как это влияет вообще на мир вокруг тебя. И вот в этом как бы крутость реверса, что не только вот там Саша Бочков сделал гонку, и она вот как бы есть, да, а то, что каждый приезжающий делает какой-то вклад в эту гонку. Своим присутствием, своим участием, плюс, ну, насколько я знаю, все это делается там не какой-то корпорации, да, там, как вот Red Hook стал в какой-то момент абсолютно коммерческой профессиональной историей, которую там купил какая-то международная компания, все время забываю, как ее называют. А это делает, грубо говоря, вот там 5 человек, для которых реверс — это как вторая безвозмездная работа, такая полноценная. И поэтому приходится обращаться там типа к людям, не знаю, там, у которых есть права, чтобы что-то привезти, к людям, у которых руки с правильного места, чтобы там что-то собрать, ну и так далее. То есть каждый что-то вносит, и ты это воспринимаешь вот как, ну, что-то свое, да, что ты внес в это какую-то часть себя. Вот. И поэтому, наверное, многим эта гонка и так и близка. Ну, я говорю, это уже даже, да, не гонка, а вот такой фестиваль. Полноценный, классный велосипедный фестиваль с огромным количеством знакомых тебе, адекватных. Даже если не адекватных, то в хорошем смысле неадекватных людей. Вот, скорее всего, так. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы все приехали и делаете этот ивент, потому что без вас это какой-то офигенный, ну это вообще как бы, это будет просто покатушка, а здесь это офигительный велый спорт.
поганые! Короче, история такая, что моя вагина настолько чувствительная, что я очень быстро кончаю. И тут я расплатилась за это просто каждым оргазмом. Велик лучше планом, берем крупным планом сейчас. Велик лучше мужика. Кончила 4 раза. Этот реверс, я его вымучил, мне кажется. Я, наверное, с 1,5 месяца каждые выходные, суббота, воскресенье его перестраивал много раз. Я хотел, чтобы максимально избежать все лужи. И я вот, наверное, за неделю его в последний раз даже перестроил. И проехал недели за 2 чуть более длинную версию 180 километров. Очень удивился, что он такой классный, быстрый. Но все равно еще раз перестроил, чтобы еще быстрее стал. И поэтому этим я прямо очень доволен трассой был. Но она была грэвел прямо, грэвел без всяких там купаний, ковыряний в грязи, объезжаний луж, то есть там минимально было. Все приехали пыльные, как на американских грэвел-гонках, а не в грязи, как на наших гонках. Поэтому очень хорошо вышло визуально. По-моему, мы вернулись с туринга и как раз-таки проходил реверс, 3-й уже. Это был мой первый реверс. И, по-моему, он назывался Gravel King.
Gravel King скорее. Я принял участие в нем на шоссейном велосипеде. Засунул туда какие можно самые широкие покрышки. Это были 26-е. И сильно страдал и кайфовал одновременно. Вот. Прокатился, понял какие-то свои сильные, слабые стороны. Вот. И решил готовиться к следующему году более серьезно подходить. Узнал, что гонка это, рождена в Петербурге. Вот. Ее выигрывал Никита Щербина, потом ребята из Минска, потом ребята из Москвы. Это вот как раз Ваня Шалахов выиграл. Потом следующий год выиграл Коля. И это меня немножко подстегивало, потому что я думал, корона должна остаться в Питере когда-нибудь еще. Они все такие разные получились вообще. Вот мы первые, это вообще там какая-то дичь происходила. Севин и Приоры музыка играла, у нас не было колонок, не было звука. На второй можно было тачку запарковать. Из каждого ивента мы выносили что-то новое, то, что нужно сделать потом. Что нельзя парковать машины на поляне, что должно быть зонирование, что надо привозить звук нормальный. И уже к третьему ивенту мы более или менее, может быть, как-то сформировались. Мы имеем уникальную сеть огромнейшую гравийных дорог и дорог лесных, потому что если мы будем рассматривать другую часть нашей страны, то она будет не настолько густо заселена, то есть это можно будет проводить где-то в Алтае или где-то еще, найти уникальные места в Сибири где-то, но там будет меньше людей, это будет какого-то другого вида ивент. А здесь мы имеем уникальность Санкт-Петербурга, его привлекательность для людей, чтобы приехать, и вот, как мы вот говорили, уникальную сеть трасс, которую Дима, Саша и другие ребята изучают, постоянно обмениваются опытом, смотрят с карт и прокладывают супер интересные маршруты. Каждый год много людей приезжало уже не на гонку. То есть гонка-то по сути одинаковая, да, вот маршрут, там столько-то человек едут по этому маршруту. Кто приехал первый, тот выиграл. Все просто. И поскольку она проходит примерно в одних и тех же местах, то и визуальная составляющая вот этой всей гонки, она примерно одинаковая. То есть примерно одинаковый там шоссе, вот, на котором мы периодически выезжаем, только в разных местах. Примерно одинаковые песчаные дороги, примерно одинаковый вот этот сосновый лес. То есть, реально все очень похоже. Зависит только от погоды. То есть были дожди, соответственно, будет дофига луж, там броды и все в таком духе. Не было дождей, вот будет как последняя гонка, там супер быстрая, то, что ты там мчишься там со средней там 25-30 и тебе останавливаться не хочется. А реверс именно развивался в ключе фестивальном, что много людей приезжает именно вообще не ради гонки, многие приезжают без велосипедов. А гонка это уже, наверное, как для немногих возможность как-то проявить себя, проверить себя, вот, что-то себе может доказать, не знаю, вот. Многие же не обязательно на результат едут эту гонку, это просто как причастие к какому-то ивенту. И фишка всего еще этого в том, что ты, вот если там, не знаю, приезжаешь на какой-нибудь рандомный фестиваль, не знаю, на Качел ты приезжаешь, да, ты там никого не знаешь, тебя никто не знает. Вот ты пришел, да, там послушал музыку, поехал в отель спать. Здесь ты приезжаешь, и если ты как бы узнал об этом мероприятии, то, скорее всего, ты какое-то отношение вот к этой велосубкультуре в России ты имеешь. Соответственно, ты кого-то уже знаешь. И ты приехал и понимаешь, что там, не 100%, конечно, там 70% людей ты всех знаешь. Мы собираем тех людей, которые никогда не соберутся на гонки, на другие гонки. Они не приедут ни на какие веломарафоны, они не приедут на велопарады, они не приедут на пинмикс там или что-нибудь еще, они не приедут на то, что уже есть. И для них нужен именно другой формат, чтобы выйти и показать себя. Когда-то это все просто началось как шутка, хотелось просто веселья, хотелось какого-то фана, а теперь я понимаю, что им просто некуда больше ехать. И, к сожалению, у нас нет в России, они сейчас уже начали появляться. Появилось урочище, есть бурелом. Ребята проводят циклокроссовый кубок, тоже достаточно неформальный.
Есть всякие фиксерские гонки, но вот есть одно, что всех когда-то объединило. Это вот, ну, я считаю, что это реверс именно. Особенно последний, когда приехали на него практически все. Потом длинных последними фестиваль, да. Самое прикольное, что я еду в себя грузил, как в автомат игровой, типа, засуньте монетку, время вышло, засуньте монетку, я просто так оп, 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 и все было отлично, как бы. А где награждение? Вот тут? Вот там. Вот помнишь, там есть спуск, может, Я вообще ничего не помню. короче, есть с Она тебе расскажет, что там было. С валунами и с песком. Короче, я со всех спусков просто как камень летела на этом МТБ, там вообще нихуя не чувствую. Так, блядь, Это охуенчик. Главное, что я недолго ехал. А вот наверх его толкать, типа шоссе, это, конечно, все. Простите. Ну вот, молодой человек, блядь, проводчик, блядь, решил поехать короткую дистанцию первый раз, но для него это длинная дистанция. И я уже сошел, там подаю напитки ребятам, блядь, и едет и орет, я проебал поворот, и поэтому еду длинную. Все получилось. Все получилось, главное, нормально. Грэвел Кинга не будет. Что, ребят, классная трасса была, да? Блин, я видел, как вы кайфовали на финише, ваши лица, особенно темные, вы как будто бы из забоя выезжали. Блин, ребята, было супер, вас видеть, ваши... Я знаю, что, ну, по моему собственному опыту, чем хуже в приключении, тем лучше потом воспоминания. Чем глубже ты куда-то залезаешь, тем потом это как теплее вспоминается в своем сердце, в своих мыслях, во всем остальном. Объективно, трасса, которая была сегодня, мне кажется, намного легче, чем была у нас в предыдущие года. Не было никаких тупников, она полностью сухая. Я бы хотел, чтобы в первую очередь на этом награждении мы почувствовали всю нашу команду, потому что она реально большая. Она проделала огромную работу для того, чтобы все это было. Я хочу, чтобы все, кто связан с организацией этого кемпа, вышли сюда на середину. Ребят, пожалуйста, не стесняйтесь. Давайте, давайте, давайте. Ты что стоишь? Давай, дуй сюда. Ребята, давай, волонтеры. Все, кто? Давай, Галя, Дима, Леша, Антон, Сережа, Катя, Настя, Кач, Пес, Денис, Рева, Полина, Наташа, Оля, Аня, Катя Авикей, ребята из Ален Байка, Веломедик, Дима на машине, Артем Кривоножка, Тимофей, Артем Гринев, Филипп, Дима Выбор, Леша из Сайленда, Ваня, Реня, Коля, Гейс, Сабрина, Таня Мрач, она уехала. Сила ветра, ребят, Стой бар, Ребелия, Мираж, Дистиллят и Куц, Вася Баканов, все сюда, дуйте.
Я считаю, что дальше продолжать именно этот ивент нет смысла, потому что это как в казино, ты постоянно повышаешь ставку, идешь там, эти 5 лет ты играешь на повышение, и в какой-то момент тебе надо просто взять. Я не имею в виду деньги, я не имею в виду ничего, я имею в виду то, что мы смогли сделать. Создать самое запоминающее, самое теплое, самое массовое, самое яркое, что могут люди запомнить, и уйти с этим, чтобы его помнили всегда, чтобы это нельзя было перебить ничем другим. Мы можем сделать, мне кажется, еще лучше, мы можем подготовиться еще качественнее, но то, что произошло сейчас с нами, именно на 5-м, мне кажется, это то, чего люди никогда не забудут. Мы раздавали приз за самый необычный врыв на фестиваль наш. И Эдик ночью пересекал границы по каким-то Яндекс.Картам через какие-то броды, потому что он сам из Беларуси. И он там живет, ему очень хотелось попасть к нам, но были закрыты границы из-за какой-то там политической ситуации или ковидной, я уже не помню. Ну и вот, и мы, короче, ночью стояли уже, а Эдик в это время в палатке спал. И мы все начали кричать: Эдик, Эдик! И он проснулся. И он реально проснулся и пришел. И я не хочу, чтобы вы грустили, потому что Эдик бы тоже этого не хотел. Давайте его просто позовем. Давай. Эдик! 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 Я думаю, минута молчания будет слишком траурной для такого человека, поэтому мы делать этого не будем, мы его позвали. Держи тебе уникальный топ-кэп. Не уникальный. На, держи. Еще те, кто держит. Давай, Сингл спид! Держи. Это почти фит! Да, не стесняйся. Не на ту карточку. Ты какая-то уставшая. Что произошло-то? 70, да. Всем спасибо за поддержку. Без нее я бы не доехала. Это сейчас он мертв. А 5 лет назад он еще получил. Это все мы делали. Все, кто меня поддержал с самого начала, были фиксерами. В основном не было никаких гравийных байков. После этого мы стали их покупать. Так что, ребят, как вы понимаете, короны достанутся первым фиксером. Ну, последний фиксер держит. Второе место на фиксе Никита Сергеев. Спасибо большое, очень. Спасибо. Ну, фикс, первое место. Карпетин. Держи это. Самое главное. Держи это. Да, засунься проект. $6.30. А должен был за 14. Итак. Музыка. Фламинго и еще Сейчас будет музыка. Будет Рафс, Троян, и потом наши любимые Дима Васильев вместе с мистером Филли.
ивенте есть, как мне кажется, такие 4 знакомства, которые очень сильно его изменили. Первое — это знакомство с Андреем Сердюком, это Цуклинг. Второе — это фестиваль «Инверсия», когда мы с Реником съездили туда волонтерами и посмотрели на то, как это вообще все происходит. И это знакомство с экспериментальным звуком и с таким артист всяким таким. Четвертое, это знакомство с Галей Баландиной, которая вообще просто затаскивает огромнейшее количество вопросов, помогает абсолютно в каких-то нереальных вещах и берет на себя просто огромнейшую долю всякого движа. И пятое — это мое трудоустройство в компанию Silent и знакомство с Алексеем Грачевым. Это 4 штуки, которые очень сильно повлияли на... 4 штуки, которые сделали 5-й просто легендарным.